Здорово, геймеры! Давно у нас не было общей игровой болтологии, да? Тут вот как раз одна очень интересная и сложная тема подвернулась, молчать о которой я уже не могу. Бытует мнение, что 2023 год был одним из лучших для видеоигр не только за последнее время, а вообще чуть ли не за всю историю. И с этим сложно спорить, когда в списке релизов числится Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Marvel Spider-Man 2, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Ghost Runner 2, Armored Core 6, Hi-Fi Rush, Lies of P, ремейки Dead Space и Resident Evil 4, Dave the Diver, Dredge, дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, еще целый вагон настолько же громких и еще большая гора проектов поменьше, каждый из которых действительно стоит внимания и на перечисление которых можно потратить еще минут 10. От такого количества игр буквально глаза разбегаются, и казалось бы, грех жаловаться, так? Ведь чем больше крутых игр выходит, тем лучше нам с вами, потому что кто не хочет испытать больше интересных, захватывающих и запоминающихся проектов, которые могут остаться с вами на годы и лишь сильнее подтвердят то, за что мы вообще любим сей чудесный медиум. И хотя я сам так считаю, стоило мне лишь один раз подумать над тем, каким 2023 год вышел в плане игр лично для меня и для всей индустрии в целом, и в итоге я пришел к выводу, в котором со временем становится все сложнее сомневаться. Видеоигры стали слишком большими, во всех возможных смыслах. Как индустрия, как индивидуальные проекты, как я не хочу произносить это словосочетание, но что поделать, поток контента, как вам угодно. И я, конечно, не хочу быть тем чуваком, который жалуется на теплую солнечную погоду, и каким-то чудом после всего этого я все еще не потерял способность радоваться каждому крутому новому релизу, но весь этот дополнительный контекст все же заставил меня смотреть на весь медиум с куда большей неопределенностью, чем раньше. Это не значит, что я его больше не люблю, он со мной почти всю мою сознательную жизнь, и просто так от него я отказаться не смогу, но есть несколько волнительных трендов, которые я не могу не озвучить. Прежде всего, игры стали просто слишком длинными. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы на прохождение какой-нибудь игры могло уходить по 30, 40, 50 часов или даже больше. Некоторые из моих любимых игр как раз требуют десятки часов на прохождение. Такие продолжительные проекты позволяют создавать огромные миры, которые можно очень долго исследовать, и с каждым пройденным квестом, с каждым обнаруженным предметом, с каждой найденной локацией все глубже в них погружаться и все сильнее ощущать себя их частью. В конце концов, ради этого мы и играем, потому что такое погружение способно вызвать сильный эмоциональный отклик. Ну и еще потому, что игры это в принципе весело. Хотя тут уже у каждого главная мотивация будет своя. Но сейчас вообще не об этом. Проблема с продолжительностью игр возникает в том, что мы с вами вообще-то люди, и каждому из нас отведено ограниченное количество времени в этом мире. А помимо видеоигр у людей существует реальная жизнь, работа, потребности и, быть может, даже друзья, с которыми нужно общаться. А у кого-то семьи и дети, которые требуют отдельного внимания. С возрастом задач, обязанностей и ответственностей в жизни становится только больше, и они будут тянуть все больше времени на себя. И на фоне этого новость о том, что проект, который мог заинтересовать вас своей завязкой, это очередной открытый мир на 100 часов, вполне может серьезно заставить вас подумать дважды о том, стоит ли тратить на эту игру свое время. И хотя я сам еще не достиг той стадии в жизни, когда я после целого дня на работе возвращаюсь домой уставший как собака, лениво ужинаю, потом в таком задолбанном состоянии помогаю своему ребенку делать домашку, и только после этого могу себе позволить часок поваляться на диване с геймпадом в руках перед тем, как идти спать и повторять цикл заново на следующий день, но я уже замечаю, как продолжительность игр стала очень сильно влиять на мое решение о том, что я хочу пройти сейчас. Очень яркие примеры это Cyberpunk 2077 и Horizon Forbidden West. Две игры, разборы которых я делал какое-то время назад, и которые я все еще считаю одними из своих самых любимых игр вообще. Для обеих в 2023 вышли сюжетные дополнения, которые я хочу пройти. Проблема в том, что Cyberpunk я в последний раз проходил в конце 2021, а Horizon как раз для своего разбора в начале 2022. Для того, чтобы пройти Phantom Liberty, мне нужно пройти всю основную игру заново, что я и так хотел сделать, потому что она мне очень нравится. Но это займет десятки часов и будет даже дольше, чем мои предыдущие прохождения, потому что оно будет как раз включать большое сюжетное дополнение, да и обновленную основную игру я еще ни разу не трогал. А я игры обычно прохожу в неторопливом темпе, стараясь по максимуму пропитаться всей атмосферой и всячески погрузиться в мир, так что если какой-нибудь How Long to Beat говорит, что игра проходится примерно часов за 15, то в моем случае это будет ближе к 20. Поэтому на прохождение Киберпанка вместе с Призрачной Свободой мне придется отложить как минимум часов 60. С Horizon ситуация еще хуже, потому что там в идеале бы и первую часть еще разок пройти, чтобы как следует проникнуться и вспомнить все события. И в итоге на прохождение обеих частей и их сюжетных дополнений у меня уйдет под 100 часов, если не больше. И между реальной жизнью, новыми интересующими меня играми и ведением этого канала у меня просто не остается на это времени. Знаете, когда я купил Red Dead Redemption 2? Больше года назад. Сколько я уже успел в нее поиграть?
Лол, попробуйте еще раз. Я ее даже не скачал. Все это время она только и делает, что висит у меня в покупках. Ghost of Tsushima, которую я начал проходить еще в прошлом году и успел провести в ней всего 3 вечера, мне придется начинать сначала, когда у меня появится время к ней вернуться, потому что я уже не помню, что конкретно там происходило. Уверен, что подобная ситуация не у меня одного, и поэтому мне как раз не нравится тренд последних лет на то, что у игр появляется все больше открытых миров, исторически линейные франшизы начинают обрастать десятками часов ненужного побочного контента, даже одиночные игры начинают получать свои контентные обновления чуть ли не по расписанию, и вообще создается ощущение, что чуть ли не каждый издатель и разработчик считает, что вы должны отдать ему все свое свободное время. Только этого не случится, как бы они ни старались. Хотя, есть же люди, которые покупают PlayStation или Xbox только чтобы играть в FIFA, так что... в любом случае, эта категория не в счет. Знаете, почему свое последнее видео с подборкой инди-игр я назвал «Инди, которые сделали мой игровой год»? Потому что вот вам список того, что нового я успел пройти за 2023, за исключением первого Человека-паука, потому что мне нужен был сюжетный контекст для Майлза Моралеса, а оригинальную игру я до этого проходил 4 года назад. Количественно весьма-таки жиденький список, не так ли? И если вы смотрели то видео, то могли заметить, что большинство игр, что я туда включил, длятся всего лишь в районе 3-5 часов. И тем не менее, каждая из этих игр была опытом, который я запомню надолго, и каждая из них задействовала свою небольшую продолжительность по максимуму. Поэтому пусть я и провел за большинством из них не больше пары вечеров, впечатление от них у меня осталось больше, чем после многих куда более продолжительных проектов. Это заставляет меня скучать по временам, когда все подряд не стремились сделать открытые миры безумных масштабов даже в тех играх, где они совершенно неуместны, и обычные линейные приключения часов на 10-15 даже за full прайс в тогда еще $60 считалось абсолютно нормальным. И знаете, я до сих пор считаю это нормальным, даже за нынешние $70, потому что это связано с другой вещью, которая меня заботит. Многие люди стали слишком фокусироваться на цифрах, и я даже не только про руководителей крупных издателей и эффективных менеджеров, а про простых игроков тоже. В последнее время я стал все чаще натыкаться на комментарии и мнения формата «игра, которая проходит за 20 часов, не должна стоить full прайс, за эти деньги слишком мало контента» и все в таком духе. И я понимаю, что людям не хочется отдавать много денег за что-то, что может очень быстро закончиться. Это более чем естественно, особенно когда цены становятся выше. И я сам был бы несколько расстроен, если бы отдал $70 за игру, которая проходится за пару часов. Однако в какой момент те впечатления, которые игра дает в течение своего прохождения, успели уйти так далеко на второй план, уступив место холодным цифрам, отображающим соотношение количества контента к стоимости. Потому что эти впечатления, на мой взгляд, куда более ценны, чем просто то, сколько времени вы сможете провести в игре и сколько квестов выполните. Игру вроде Assassin's Creed Valhalla я и за бесплатно-то дважды подумаю, прежде чем запускать, с ее фокусом на количестве контента, а не на его качестве. А вот какую-нибудь A Plague Tale Requiem я и без всяких распродаж не пожалел бы купить. Просто из-за того, насколько серьезный эмоциональный отпечаток она оставляет и какую художественную ценность в связи с этим имеет. Пусть даже на ее прохождение у меня ушло не 130 часов, а всего 27. Мощная драматичная история, великолепно исполненные персонажи, трогающая до глубины души музыка. Разве это не ценнее, чем 200 гриндовых сайд-квестов, которые проходятся на автопилоте чисто ради нового куска снаряжения, что на 5% лучше предыдущего? И я даже не знаю, весело это или грустно, что это же самое A Plague Tale Requiem одновременно демонстрирует и то, что я прав. Для тех, кто не знаком с серией, первая часть Innocence была небольшим AA проектом, повествующим о том, как брат и сестра, существовавшие в изоляции друг от друга, вместе выживают в средневековой Франции посреди эпидемии чумы, черной смерти, инквизиции и прочих прелестей жизни. Это было полностью линейное сюжетное приключение, в основе геймплея которого лежал стелс. Можно сказать, что это своего рода бюджетный средневековый The Last of Us со всеми вытекающими, который проходился где-то часов за 12-15. Requiem — это сиквел, который саму эту основу, конечно, не меняет, однако если в Innocence левел дизайн был практически полностью коридорным, то в Requiem он стал уже более открытым, что в основном-то даже хорошо, ибо возможностей для стелса стало больше. Вот только в игре есть 2 главы, где нас выпускают на одну гигантскую открытую местность, чтобы ее исследовать. В отличие от всей остальной игры, которая по-прежнему весьма коридорная, здесь мы можем ходить вообще куда захотим, и на контрасте это поначалу дезориентирует. Потом думаешь: о, круто, нам же дают поближе познакомиться с местным населением и впитать всю атмосферу, но вскоре после этого приходит осознание, что так-то нифига подобного. Вся локация на 80% состоит из пустого места, она содержит всего пару интересных предметов, а взаимодействовать с людьми почти нельзя. Все это можно было
уложить в обычную линейную секцию, которую можно было бы пробежать за несколько минут. Но вместо этого я потратил час с кепкой на то, чтобы полностью все обижать и исследовать, и из этого времени подавляющее большинство ушло тупо на ходьбу. И раз уж мы уделяем такое внимание цифрам, то если из 27 часов моего прохождения вычесть абсолютно нездоровое количество времени, что я провел в фоторежиме, то одна вот эта секция, где стоящего контента от силы минут на 15, заняла примерно 7% от всего времени прохождения, что как бы примерно в 7 раз больше, чем должно быть. И если учесть, что особо сделавшая игру независимая и не очень большая студия, а работает она со своим собственным внутренним движком, то подобного рода выкрутасы ей реализовывать сложнее, чем просто взять и сделать еще один линейный уровень. Но зато это дает игре дополнительную продолжительность и видимость большего количества контента, которые в последнее время стали волновать игроков больше, чем обычно. На мой же взгляд, игре эта секция в своем текущем виде скорее навредила, чем сделала лучше. Не настолько, чтобы я перестал считать ее отличной игрой, но все же это минус. И фишка в том, что здесь все связано. Такие вещи делают игры сложнее, дороже и дольше в производстве. С течением времени, со сменой консольных поколений и ростом мощностей железа, люди начинают хотеть, а иногда и требовать от игр все большего. Больших и более интерактивных миров, более многочисленных активностей, большей продолжительности, лучшей графики и чего еще только не. И в этом нет ничего плохого самого по себе. Все же не для того нам даны всякие SSD, рейтрейсинги и прочие терагерцы и гигафлопсы, чтобы по-прежнему играть на них в Pong. Однако все эти требования разработчикам приходится выполнять, иначе их игра будет подвергаться критике, которая сегодня, благодаря как никогда широкой доступности интернета, жестче и масштабнее, чем когда-либо ранее, не в последнюю очередь из-за ревью-бомбингов и громких меньшинств. И я не имею в виду принадлежность к определенным социальным группам. Необходимость выполнять эти требования означает больше работы для разработчиков, а это ведет за собой более продолжительные циклы разработки, иногда даже несмотря на увеличенные размеры команд и более высокие бюджеты, в том числе из-за этих более многочисленных команд, каждому члену которых нужно платить зарплату. И как результат всех этих требований мы дошли до состояния, когда игры, которые сейчас выходят, являются настоящими произведениями искусства, с какой стороны на них не посмотри, а сама индустрия по своим масштабам уже обошла кинематограф, являющийся важной частью человеческой культуры уже больше сотни лет. Однако проекты такого уровня имеют свою серьезную цену. Бюджеты в районе 200, 250 и даже 300 миллионов долларов даже без учета маркетинга сегодня стали уже практически нормой, и для того, чтобы покрывать такие затраты, нужно продавать больше копий игр. Проблема в том, что общая численность аудитории на всех платформах растет очень слабо и уже около 20 лет болтается на отметке примерно в 250 миллионов человек, и продавать больше игр одинаковой аудитории задача тем сложнее, чем больше количество продаж, необходимое для покрытия расходов. С такими требованиями и таким количеством работы, которое нужно, чтобы их выполнить, продолжительность разработки значительно выросла, а это значит, что и игрокам приходится дольше ждать новые проекты их любимых студий, и сами эти студии оказываются вынуждены все более продолжительное время существовать на доход от продаж своего последнего релиза, тираж которого со временем неизбежно будет падать. Игроки не хотят ждать слишком долго, а студии не хотят оказываться в плохом финансовом положении, и в итоге получается, что несмотря на то, какого высокого уровня игры сегодня выходят в геймплейном и художественном плане, доля проектов, которые на релизе оказываются в хреновом техническом состоянии, стала выше, чем когда-либо. Это следствие одновременно и желания сократить время ожидания и для себя, и для аудитории, и многократно возросшей технической сложности самих игр, их систем и механик. С этой сложностью возрастает и количество косяков, и сложность их исправления, и даже сложность их диагностики и выявления причин их возникновения. А сама аудитория при этом тоже делу совершенно не помогает, потому что каждый раз, когда такое происходит, помимо критики игры по поводу плохой производительности, начинаются жаркие разговоры о том, что вообще-то все игры сегодня прям обязаны всегда работать в 60 FPS при нативном 4К, а то и во всех 120 FPS, ведь эти цифры же нарисованы на коробках PlayStation 5 и Xbox Series X. И хотя в какой-то степени я эту критику разделяю, особенно в местах, когда начинают злоупотреблять с апскейлингом и пытаются достроить до 4К изображение с разрешением ниже, чем во времена PlayStation 3, но в этих разговорах очень часто забывают про один очень важный момент. У железа есть свой лимит. Вы не можете ожидать, чтобы компьютер с Pentium 3, 512 мегабайтами оперативки, GeForce 2 MX и жестким диском IDE запустил вам сегодня Windows 11, показал 4К HDR видео на YouTube и дал вам постримить прохождение Киберпанка на максимальных настройках с трассировкой пути. Пример, конечно, экстремальный, но зато показательный. Что PS5, что Series X — это производительность ПК среднего класса времен 2020 года. Чем дальше мы продвигаемся в жизненном цикле поколения, любого, не только текущего, тем более впечатляющее изображение разработчики учатся извлекать из железа, с которым они работают. Но в рамках ограниченной производительности это всегда выбор. Или ты делаешь красиво, но жертвуешь часами
частотой кадров, либо выбираешь фреймрейт и жертвуешь картинкой. Чем красивее картинка, тем меньше места остается для феписов. И наоборот, чем больше кадров, тем меньше места для красивостей. С аппаратными ограничениями здесь ничего не сделать. И правда в том, что большая часть аудитории — это казуальные игроки, которые могут не замечать не то что разницу между 30 и 60 кадрами в секунду, а даже вполне очевидные для более увлеченных ребят фризы и просадки. Но зато они точно заметят, как красиво игра выглядит, когда увидят первый геймплейный трейлер. И именно это продаст им игру, а не фреймрейт. К концу этого поколения мы неизбежно вернемся к стандарту 30 FPS, как это было с предыдущим, и точно так же будет и в следующем. От того, что более хардкорные игроки требуют от разработчиков и самую лучшую графику, и самый высокий фреймрейт одновременно, эти вещи не произойдут как по волшебству, а сами эти холивары никому лучше не сделают. Ни игрокам, если они не перестанут злиться из-за того, что их нереалистичные ожидания не оправдываются, ни разработчикам, которым такая реакция публики ничего кроме дополнительной нервотрепки не дает. Если вы хотя бы как-то следите за новостями индустрии, то произошедший в конце прошлого года взлом Insomniac Games было очень сложно пропустить из-за того, сколько важной конфиденциальной информации оттуда было украдено. Я не люблю обсуждать утечки и придавать им лишнее внимание, но эта информация уже в интернете, ее отсюда не удалить, и один момент оттуда мне прям врезался в мозг. В одном из документов студия оценивала бюджеты своих игр. Она посмотрела на Marvel Spider-Man 2, который обошелся ей в $300 миллионов, и разумно пришла к выводу, что такие бюджеты становятся уже неподъемными. По последним данным, игра продалась тиражом в 10 миллионов копий, и это во все времена было внушительной цифрой. Вот только если умножить этот тираж на среднюю стоимость игры в $70, она может стоить меньше на распродажах или больше, если брать расширенные издания, в итоге это может уравняться, то получится примерно $700 миллионов дохода. С учетом огромных затрат еще и на маркетинг, даже этих 700 миллионов мало, чтобы игра хотя бы вышла в ноль, не то что начала приносить прибыль. И в сумме получается, что сегодня разработчикам приходится работать над огромнейшими во всех возможных смыслах проектами, тратить на них все более невообразимые бюджеты и вливать в них миллионы человека-часов на протяжении долгих лет, одновременно с этим пытаясь угодить игрокам, которые не любят долго ждать с даты релиза, и все это под куда большим давлением и риском, связанным с продажами игры, которые легко могут оказаться ниже ожидаемых из-за того, что люди сейчас фанатеют по другой огромной игре, и времени на новую у них просто нет. Игры стали слишком большими, от них порой ожидается слишком много. Разработчикам приходится все в больших количествах надрываться, чтобы эти ожидания оправдать, но в итоге все в любом случае сводится к битве за время игрока, проиграть которую стало проще, чем когда-либо, из-за того, что теперь слишком много игр так раздулись в масштабах. Даже простые линейные приключения в духе Uncharted, которые очень долгое время проходились за 10-15 часов, сегодня легко могут длиться 20-25, при том, что геймплейная формула остается той же самой, и далеко не всегда это идет в плюс самим играм. А недавние новости из стана Microsoft подливают еще больше масла в огонь, демонстрируя, что даже если ты как разработчик все делаешь правильно, выпускаешь хорошие игры, которые восхваляются и критиками, и игроками, которые получают награды Игра года, которые выполняют и даже превосходят ожидания издателей и являются финансовым успехом, даже этого может быть недостаточно для продолжения дальнейшего существования студии. Tango Gameworks, выпустившая разорвавшую все шаблоны Hi-Fi Rush, закрыта. Arkane Austin, подарившая миру Dishonored и Prey, закрыта. И ради чего? Пролюбив все полимеры на старте 8-го поколения, руководство Xbox решило выкрутиться из ситуации по-своему, представив людям бесконечно выгодную штуку под названием Game Pass. Сама его идея благая, однако со временем Xbox стал буквально одержим ей, приучив людей брать игры в подписке вместо того, чтобы покупать их, тем самым снизив продажи ПО на платформе, которая и без того уже давно плетется далеко в хвосте по количеству активных пользователей. Компенсировать приходится увеличением количества подписчиков, но и здесь все упирается в количество людей, использующих платформу. В какой-то момент придется продать еще больше железа, чтобы заставить новых людей оформить подписку, иначе она себя окупать не будет. И именно это и произошло. Продажи Xbox падают, количество подписчиков Game Pass толком не растет уже второй год подряд, а руководство Xbox тем временем продолжает транжирить деньги вообще не на те вещи. За последние 3 года они потратили суммарно почти $80 миллиардов, а это почти вся стоимость всей Sony Group Corporation целиком и в 1,5 раза больше, чем Nintendo, на покупку ZeniMax и Activision, оставив весьма заметную дыру в кармане Microsoft. И за все это время заделываться эта дыра так и не начала. И хоть Microsoft является самой дорогой корпорацией в мире, имея капитализацию в 3 с лишним триллиона долларов, и даже такие расходы она, казалось бы, более чем может себе позволить, этот же факт притягивает к ней больше всего инвесторов, которые хотят видеть прибыль и побыстрее. А раз все эти трехмерные шахматы с продвижением Game Pass всеми возможными способами, задуманные руководством Xbox, ощутимых результатов уже который год не приносят, надо это подразделение как-то оптимизировать, а самый простой способ это сделать — уменьшить штат. И как результат
результат, у нас больше нет нескольких крутых студий. Причем я не думаю, что решение закрыть именно эти студии было чем-то, чего хотело само руководство Xbox, потому что за все время, что прошло с момента его объявления, никто из Microsoft так и не дал внятного ответа на вопрос, почему под удар попали именно они. А никто не дал ответа, потому что это лучшее, что вообще можно сделать в этой ситуации. В нормальных условиях эти студии не было никаких причин закрывать, они вполне могли существовать и дальше, и в Xbox это знают. Вот только после покупки Activision масштабы тех игр, что производили Tango и Arkane Austin, становятся уже слишком малы, чтобы доход от них хоть что-то значил в контексте попыток отбить все эти потраченные деньги. И отсюда же слова главы Xbox Game Studios Мэтта Бути о том, что теперь им нужно фокусироваться на высокоэффективных играх, читай проектах масштаба Call of Duty. Вот вообще не хочу быть тем парнем, но я все это время говорил, что сделка по покупке Activision была очень плохой идеей, и на меня много кто смотрел как на идиота. Но даже я не ожидал, что она приведет именно к таким последствиям и что это произойдет настолько быстро. Примерно на этом месте Game Pass попадает в свою же собственную ловушку, предлагая слишком дохрена контента, из-за чего он и окупиться все это время не может. Одно дело, когда подписка предлагает доступ к играм сторонних разработчиков, но совсем другое, когда она дает играть в игры внутренних студий прямо в день релиза. Да, это выглядит очень выгодно с точки зрения потребителя, но Xbox таким образом собственнолично убивает прибыль с настоящих продаж игр, потому что многие за годы уже привыкли играть через подписку, и в свете возросших расходов на создание этих самых игр это звучит как блестящий план самоубийства, если только у тебя нет достаточно большой базы подписчиков. Ну или пока ты не поднимешь цену на подписку до уровня, который начнет приносить хоть какую-то прибыль, что в случае с Game Pass является весьма значительным количеством. Не говоря уже о том, что из всех сотен игр, что есть в его каталоге, у людей просто нет времени играть во все, а какие-то тайтлы могут просто проскочить мимо. Но как она есть сейчас, эта штука все равно для людей выгодная, и поэтому было много вопросов к Sony, чего же она свой аналог не сделает. И в 2022 она наконец перезапустила PlayStation Plus, добавив в сервис еще 2 уровня подписки, и теперь он как раз стал похож на Game Pass, только с более крупным каталогом, а игры от внутренних студий там появляются лишь спустя ощутимое время после релиза, что звучит как более здоровая тактика и в краткой, и в долгосрочной перспективе. Однако сам факт того, что за символическую фиксированную плату пользователи получают доступ к гигантской библиотеке контента, в перспективе все равно создает много проблем, несмотря на очевидную выгоду. Такое большое количество игр за настолько сравнительно маленькие деньги, еще и с учетом того, что эта библиотека работает в ротации и каждый месяц какие-то старые игры оттуда уходят, давая место новым, создает мотивацию играть гораздо больше, что так-то как бы и хорошо, но нехорошо, что это делается по сути через FOMO, и со временем это может привести к перенасыщению, которое заставит человека на какое-то время отдохнуть от видеоигр, а может даже и отменить свою подписку, как минимум на время. С другой же стороны, есть сами хозяева этих подписок, в чьих интересах свои сервисы продвигать, а для этого нужно регулярно наполнять их контентом, который в глазах потребителей будет оправдывать свою регулярную стоимость. Загвоздка в том, что игр в этом мире не бесконечное количество, а хороших и того в разы меньше. И для того, чтобы каждую игру запихнуть в подписку, нужно обговорить условия с ее разработчиком или издателем, которые иногда могут требовать слишком много или вообще отказываться от предложения чисто из принципа, что уменьшает потенциальный список еще сильнее. Рано или поздно случится момент, когда в подписке побывают уже практически все стоящие игры, и тогда уже из ситуации не будет красивого выхода. Если заново добавлять в подписку игры, которые там уже когда-то были, но ушли из ротации, люди могут начать жаловаться, что повторы им не нужны, подавайте новые игры. А если добавлять игры более низкого качества, то очевидно люди будут жаловаться уже на это. И куда здесь идти предложите? При этом тот же PS Plus в количестве подписчиков тоже толком не растет, и посему он имеет ту же проблему, что и Game Pass. Со временем подписку будет все сложнее финансировать, не поднимая при этом цены для пользователей. В этом году разработчики уже высказывались о том, что предложения о включении в Game Pass в последнее время стали уже далеко не такими привлекательными, что особенно заметно для инди-девелоперов, у которых нет бесконечных бюджетов, способных поддерживать их на плаву вечно, а для некоторых разработчиков такие сделки могут играть решающую роль, особенно зная, насколько масштабной нынче стала даже инди-сцена. Новые игры от независимых разработчиков выходят каждый день, и за последние несколько лет частота этих релизов стала настолько высокой, что мы всем многомиллионным сообществом за ними уследить не можем. Ни простые игроки, ни блогеры, ни журналисты. Конечно, благодаря этому фильтруется хорошая доля мусорных проектов, состряпанных из купленных ассетов за полчаса на коленке, но и по-настоящему хорошие игры тоже рискуют пройти мимо. Поэтому каким огромным сегментом бы ни был инди, разработчикам и в нем выжить очень сложно. В какую область сегодняшней индустрии не посмотри, нигде не безопасно. И последствия всего мной сказанного видны уже сейчас. В плане количества мощных проектов 2023, конечно, стал одним из лучших в истории индустрии, но вместе с этим в том же году начались беспрецедентные увольнения и закрытия студий, которые в этом году лишь усилились. За весь прошлый год работу потеряло больше 10
10 тысяч человек, а в 2024 эта цифра была достигнута всего за полгода, в 2 раза быстрее. 20 тысяч увольнений за 1,5 года. Это ж вообще охренеть. Конечно, масштабы игры это не единственная причина. Эхо времен коронавируса и работы из дома все еще слышно, но она определенно имеет серьезный вес. Ту же самую Insomniac увольнения в итоге тоже стороной не обошли, как и еще несколько студий из семьи PlayStation. И при этом 2024 получается самым сухим на моей памяти в плане релизов от внутренних студий Sony. Да и у Microsoft здесь тоже не все так хорошо, как в 2023, особенно если какие-то из анонсированных на конец года проектов окажутся перенесены. Что со всем этим делать? Нашли кого спросить. Я ж просто чел из интернета, который к самой этой индустрии отношения не имеет. Но мне определенно было бы интересно посмотреть на то, что было бы, если бы бюджеты AAA проектов были ограничены на уровне типа 150-200 миллионов долларов, что не прям уж намного меньше, чем они бывают сейчас. Но это все же лимит, с которым не нужны настолько уж баснословные суммы, чтобы проекты начинали приносить прибыль. Такой лимит может заставить разработчиков аккуратнее рассчитывать масштабы своих игр, потенциально наполняя их меньшим количеством лишнего контента. А чем меньше сумма, которая нужна для получения прибыли и больше фокуса на основах игры, тем больше пространства для экспериментов и меньше риск их коммерческого провала. Результат — более компактные, но не менее интересные игры, которые проще окупаются. И все в выигрыше. Потенциально. Конечно же, не стоит забывать и про AA сегмент. В целом, он себя неплохо чувствует и сейчас, благодаря издателям вроде Focus Entertainment, 505 Games, Nacon, однако и крупным шишкам типа Microsoft, EA, Sony, особенно Sony, и даже, упаси Господь, Ubisoft тоже стоит уделять больше внимания проектам поменьше, потому что из одних сплошных блокбастеров за сотни миллионов денег сильно много разнообразия не выходит. Хотя, честно говоря, я не знаю, насколько это решение, если его так вообще можно назвать, эффективно и чего оно на самом деле могло бы достичь. Я знаю одно. Я начал уставать от того, что чуть ли не каждая вторая игра, что сегодня выходит, хочет вытянуть из меня десятки часов жизни, даже если на это нет никаких веских причин. Мне не нравится, что это сокращает мои возможности и количество времени на то, чтобы пробовать другие интересующие меня игры. И меня волнует, что в погоне за такими масштабами, которые нередко идут во вред и игрокам, и самим играм, разработчики и издатели стали тратить столько ресурсов, что отбивать их стало около невозможной задачей. И из-за этого, совместно с как никогда жестокой конкуренцией за время игрока, студии начали дохнуть как мухи. Я не хочу сильно сгущать краски, но мне кажется, что если так будет продолжаться и дальше, то событие, аналогичное краху видеоигровой индустрии 80-х, может быть уже не за горами. Просто из-за перенасыщения рынка в целом и каждого жанра в частности огромным количеством гигантских проектов, в которые люди просто не успевают играть, что потянет за собой еще больше увольнений, закрытий студий и прочих неприятностей. Я считаю, что нам всем стоит немного отдохнуть. Не концентрироваться так сильно на масштабах игр. Это нормально, если в игре нет открытого мира или если линейное приключение длится 10 часов, а не 30. Перестать раскидываться такими огромными бюджетами налево и направо. Не они приведут к успеху, а игрокам стоит остыть и относиться к жизни проще. Если сиквел не сильно отличается от оригинала в плане механик, это не значит, что он всего лишь раздутая DLC. Если в очень графонистой игре нет 60 FPS, это не значит, что разработчики лохи и не умеют в оптимизацию. Если в игре нет крышесносного графона, это не значит, что разработчики пытались сэкономить, и далее в таком духе. Не знаю, как весь этот пассаж красиво закончить. Скажу только, что, наверное, я просто соскучился по временам, когда многие игры можно было просто взять, пройти и получить удовольствие, а затем перейти к следующему проекту. И разработчикам вместе с издателями не приходилось ставить на кон буквально все ради успеха каждой своей игры. Рост индустрии, который постоянно происходит такой ценой, не может длиться вечно. Жизнь слишком коротка, чтобы все время вот так рисковать. И она слишком коротка, чтобы просмотреть все фильмы, прослушать всю музыку, прочитать все книги и пройти все игры. Но все же хочется иметь шанс испытать как можно больше интересного, пока она не закончилась. Надеюсь, я в этом не один. А что вы об этом скажете? Спасибо за просмотр.